Эскалация конфликта. Иран впервые применил баллистические ракеты «Седжель» против Израиля. Напряженность на Ближнем Востоке достигла новой критической точки после того, как Иран официально подтвердил применение баллистических ракет средней дальности «Седжель» с дальностью до 2000 километров в ходе атаки на Израиль. По заявлению Корпуса стражей Исламской революции, это стало серьезным предупреждением Израилю, что иранские ракеты создадут постоянное давление, даже в подземных убежищах. Применение «Седжель» двухступенчатых баллистических ракет на твердом топливе стало знаковым событием. Эти ракеты обладают высокой дальностью и массой, способны преодолевать глубоко эшелонированную оборону, уничтожать стратегически важные объекты и наносить высокоточные удары с большой разрушительной силой. По сообщениям израильских СМИ, одна из выпущенных ракет «Седжель» была сбита в воздушном пространстве над территорией Ирака. Согласно радио израильской армии, было зафиксировано 8 пусков с территории Ирана. Отметим, что для перехвата ракет такого типа на территории Израиля используются системы противоракетной обороны Arrow-3. Именно высокая стоимость перехвата, около $4 миллионов за каждую ракету, делает невозможным длительное отражение массированных атак. Система противоракетной обороны Израиля Arrow-3 была специально разработана для перехвата баллистических целей за пределами атмосферы. Каждая ракета-перехватчик Arrow-3 стоит около $4 миллионов, и именно высокая стоимость этих ракет делает экономически невыгодным длительное противостояние массированным ударам со стороны Ирана. Кроме того, Иран заявил о наличии гиперзвуковой баллистической ракеты «Фатах», способной маневрировать как в атмосфере, так и за ее пределами, развивая скорость до 15 махов и обладая дальностью до 1400 километров. По заявлениям иранской стороны, «Фатах» устойчива к вражеским радарам и может подавлять их волны, что делает ее серьезным вызовом для современных систем противовоздушной обороны. Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаминеи выступил с рядом резких заявлений, подчеркивая непоколебимость иранского народа и предупреждая США о тяжелых последствиях любого военного вмешательства. Он заявил, что иранский народ непоколебим, и любое их военное вмешательство неизбежно обернется для них сокрушительным ударом, а также добавил: «Угрожайте тем, кто боится угроз». Хаминеи обвинил США в причастности к злобным действиям израильского правительства и заявил, что Израиль должен быть наказан и уже наказывается. Он назвал поддержку Израиля со стороны США признаком слабости и бессилия правительства Нетаньяху и подчеркнул, что военное вмешательство Америки на 100% обернется для нее убытком, и она понесет удар. Удар, последствия которого будут гораздо серьезнее, чем ущерб для Ирана. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений. По данным The Wall Street Journal, Трамп утвердил план нападения на Иран, но пока не отдал окончательного приказа, рассчитывая на изменение позиции Тегерана в вопросе ядерной программы. Он подчеркнул, что «возможно, нам придется начать войну, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. Ситуация может быстро завершиться», и добавил: «Если Иран получит ядерное оружие, весь мир взорвется». Трамп отметил, что дверь для переговоров с Ираном до сих пор не закрыта, но признал, что заключить сделку по иранскому атому сейчас сложнее, чем было раньше. Президент США, отвечая на вопрос о том, что он скажет аятолле Хаминеи, заявившему, что они не сдадутся, ответил: «Я скажу удачи вам». Франция и Великобритания пытаются убедить Трампа не вмешиваться в войну, ссылаясь на долгосрочные последствия для региона. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить военные действия против Ирана, поскольку удары все чаще нацелены на объекты, не связанные с ядерной или ракетной программами Ирана, что приводит к увеличению числа гражданских жертв. Израильские ВВС нанесли значительный ущерб передовым базам на западе Ирана и начали операции против баз, расположенных в глубине страны. В частности, сообщается об атаке на крупную ракетную базу «База 101 Анбия» к западу от Исфахана, а также на военные цели в Тибризе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что операция по устранению ядерной угрозы Ирана продвигается вперед и что Израиль контролирует небо над Тегераном. Однако, по данным израильской армии, удары лишь отложили способность Ирана создать ядерное оружие всего на несколько месяцев. Американская разведка утверждает, что Иран находился в нескольких годах от полноценной ядерной боеголовки и везде показывал, что активно не стремится к ее созданию. Однако эксперты, такие как Сима Шайн, бывший аналитик Моссада, полагают, что военные действия Израиля могут ускорить, а не остановить стремление Ирана к ядерному оружию. Главное препятствие для полного уничтожения ядерной программы Ирана – подземный объект Фордо, который защищен настолько глубоко, что его разрушение возможно только с применением американских сверхтяжелых, проникающих боеприпасов. Хотя Нетаньяху предпочитает силовой путь, многие эксперты считают, что новое жесткое соглашение с инспекциями, ограничивающее ядерную активность Ирана, было бы более надежным способом остановить его ядерные амбиции. Если Трамп в итоге решит не вмешиваться, а Иран не пойдет на подписание новых договоренностей, у Израиля все же остаются способы нанесения ущерба объекту Фордо. Алекс Гринберг, аналитик и бывший эксперт по Ирану в разведке армии обороны Израиля, говорит: Израиль всегда был зациклен на бомбардировке ядерных объектов. Но даже если Фордо не удастся разрушить с воздуха, есть иные методы. По его словам, после захвата обширного иранского ядерного архива у Израиля, вероятно, появился доступ к техническим схемам комплекса. Это может позволить ударить по вспомогательным системам, нарушить инфраструктуру или даже отправить спецназ для диверсии с земли. Прецеденты уже есть. Израильские удары по системе электроснабжения комплекса в Натанзе привели к остановке центрифуг, а в прошлом году израильский спецназ уничтожил подземный завод Хезболлы в Сирии. Теперь, когда Израиль утверждает, что контролирует воздушное пространство над Западным Ираном, не исключается и высадка элитных подразделений с самолетов С-130 в районе Фордо. Хотя Нетаньяху делает ставку на силовое решение, эксперты считают, что более надежным способом было бы соглашение с системой инспекций, ограничивающее ядерную активность Тегерана. Президент Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт подчеркивает: одна из проблем израильской стратегии в том, что если бомбардировки прекратятся, Иран сможет восстановиться. А это значит, все придется начинать заново. Минувшей ночью Иран нанес массированный ракетный удар по израильским целям. Сообщается, что некоторые районы страны подверглись атаке, несмотря на работу систем ПВО, включая Железный купол и Пращу Давида. По предварительной информации, одна из целей атаки могла быть гиперзвуковой ракетой типа «Фаттах-1». В ответ израильские расчеты выпустили до 15 перехватчиков, однако результат операции пока официально не подтвержден. Ситуация продемонстрировала, что Иран сохраняет ракетный потенциал, несмотря на внешнее давление и внутренние трудности. Оценить реальный масштаб ущерба, нанесенного Израилю, на данный момент затруднительно из-за отсутствия независимой информации и официальных подтверждений. Эскалация конфликта уже привела к гуманитарному кризису. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о росте притока иностранцев в Армению из Ирана. Индия начала операцию «Синту» по эвакуации своих граждан из Ирана. При этом 110 индийских студентов были эвакуированы через Армению. Пограничный переход между Ираном и Арменией оказался переполнен людьми, пытающимися избежать угрозы авиаударов. Турция и Китай также высказали свою позицию по поводу конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой Израиля, допустив исторические параллели с событиями Второй мировой войны. По его словам, Иран имеет право на самооборону. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность возможным расширением эскалации и отметил, что, по мнению Пекина, игнорирование норм международного права усугубляет конфликт. При этом некоторые СМИ сообщили о прибытии в Иран 3 грузовых самолетов Boeing 747 из Китая. Официального подтверждения характера груза пока не поступало. Отметим, что в телефонном разговоре 14-15 июня 2025 года
Владимир Путин предложил Дональду Трампу выступить посредником между Израилем и Ираном. Однако Трамп отверг эту инициативу. «Владимир, давайте сначала выступим посредником в России. Вы можете побеспокоиться об этом позже», — сказал Трамп. Несмотря на заявление Трампа о том, что дверь для переговоров с Ираном не закрыта, военные действия продолжаются. Израильские удары по иранским объектам, включая штаб-квартиры силовых структур и склады боеприпасов, свидетельствуют о намерении Израиля ослабить режим Аятолл. Однако способность Ирана наносить ответные удары, в том числе с использованием гиперзвуковых ракет, демонстрирует, что конфликт далек от завершения и может иметь непредсказуемые последствия для всего региона и мира. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и Ближнего Востока.